День добрый! Сегодня у нас видео о настройке Unify точек. Перед вами на столе лежит комплект, который пойдет на коттедж в 200 квадратов и придомовую территорию. Это две точки Unify Access Point двухдиапазонные увеличенного радиуса действия Long Range. Контроллер, который будет этими точками управлять, и уличная Unify Mesh точка, тоже двухдиапазонная. Так, что хотелось бы про них рассказать. Во-первых, последняя версия вот этих точек уже поддерживает POE стандарта AF, что позволяет их подключать к стандартному POE свечу без блоков питания. У этой точки тоже есть поддержка POE. И у CloudKey, сейчас посмотрим. Так, у CloudKey такой возможности нет. Его я буду подключать обычным блоком питания от телефона. Так, что мы сегодня будем делать? Я эти точки распакую, подключу и настрою. То есть мы увидим, как они подключаются. И во второй части видео я сделаю захват экрана и сниму весь этап настройки. Настройка будет базовая, без каких-то сложностей. То есть не доп. Настроек с хотспотами. Просто настраиваем базово точки. Чуть не забыл, покажу, куда это все подключается. Это у меня тестовый домашний стенд. POE Switch TP-Link. Роутер у нас Zyxel. Все это патчкордами будет цепляться к точкам. Никаких сложностей. Так, ну что, приступим. Коробочки прям как от айфонов. Любители мелких деталей. В комплекте у нас все стандартно. Сам CloudKey, карта памяти. Карта памяти нужна, чтобы делать туда бэкапы. Открываем. Вставляем карту памяти. Обычный патчкорд. Включаем питание. Пока забываем про CloudKey. Коробочку откладываем. Так, дальше у нас вот это Long Range. Они обе одинаковые, просто это я уже снял красивую коробку. Так, всякий мусор выкладываем. Интересный крепеж. Когда вы будете ее устанавливать, имейте в виду, что снять ее потом довольно проблематично, потому что надо тонким предметом засунуть в это отверстие и поддеть. Тогда она снимется. Для этих целей очень подойдет скрепка. Так, ладно. Как мы ее подключаем? Поскольку она у нас питается стандартным POE, блоки питания из комплекта нам не понадобятся. Берем патчкорд от свеча и подключаем к точке.
Должна загореться синим, как только я включу блок питания. Все, загорелся. Точка у нас должна начать мигать. Не знаю, видно, не видно у вас на экране. Мигает. Все, откладываем. Что у нас тут еще есть в комплекте? Это крепеж для гипсокартона. Для какого гипсокартона? Для армстронговских потолков. Это мы сверху плитки укладываем и потом притягиваем к крепежу вот этими болтами. В комплекте также блок питания. В случае, если у вас нет поя, вы подключаете через него. Все. Больше нам пока это не нужно. Следующая точка. Все то же самое. Точка увеличенной дальности на случай, если на какой случай? На всякий случай, чтобы везде 100% хватало. Потому что обычных может не хватить по углам на 200 квадратов. Из-за... Так, все, мы также включаем. Ждем инициализации. Все, я уже вижу, что точка включилась. Замечательно. Так, теперь меш. Коробочки у них, конечно, зачет. Прям кайф такие открывать. Открываем. В комплекте у нас меш точка уличная. Раз. Это у нас крепеж. Так, где у нас объектив? Заглушка на ввод провода. Поскольку точка уличная, это полезно. Еще один крепеж. В него, собственно, вставляется точка. Здесь даже есть уровень, которому я бы не очень доверял. И две антенны, которые устанавливаются вот сюда. Сейчас я их устанавливать не буду. Позже на объекте, может быть, покажу. Поэтому точку мы достали. Крепеж, антенны убираем до лучших времен. Откладываем. Что удобно, крышечка у нас закреплена. Точно так же включаем патчкордом. Заводской патчкорд, кстати, сюда втыкается впритык, не очень удобно. Так, ждем. У этой точки никакой индикации нет. Я вижу на свече, что она поднялась, поэтому все хорошо. Так, ну, в принципе, первичное подключение у нас готово. Все точки включены. Сейчас надо подключиться с ноутбука вот к этому контроллеру и осуществить, собственно говоря, настройку. Так, поехали с настройкой. Первое. Запускаем сканер сети. Нажимаем сканировать. Для наглядности запущу заново его. Сканер нашел у нас 3 точки и один контроллер. Контроллер сразу видно по открытому 80-му порту. У точек этот функционал не включен. Все, заходим по этому адресу.
Тут у нас открывается две вкладки. Это, собственно, контроллер по управлению устройствами в сети. И вот эта вкладка, это управление контроллером. Везде тут стандартный пароль УБНТ. Сразу создаем новый. Здесь показана загрузка контроллера. Выставляем время. У нас здесь плюс 4. Ой, плюс 4, плюс 6 Екатеринбург. Получаем его по DHCP. Так, получаем его по DHCP. Все, применяем настройки. Обслуживание. Сразу скачаем обновление. Здесь устанавливается обновление как на контроллер, так и на точки. Это в меню ниже. Ждем. Обновление закончилось. Продолжаем. Еще раз заходим . Еще раз заходим в настройки контроллера. Пароль мы уже поменяли, имя пользователя осталось прежним. Так, все, зашли со второй попытки. Так, check for updates для начала. Up to date. Заходим уже в сам контроллер. Он сразу запускает мастера первоначальной настройки. Тут мы выставляем страну проживания. Есть непроверенная мной информация, что выставление страны влияет на максимально разрешенные мощности точек. Поэтому вот он, кстати, уже сразу нашел все три точки, потому что они включены. Нажимаем далее. Тут мы придумываем имя сети и пароль. Ну, для начала назовем его NA. Так, security key у нас не видно. Это радует. Какой длины пароль придумывать? Чем больше, тем лучше. Минимальная рекомендуемая на текущий момент 12 символов. Я бы задал побольше. Что, собственно, и сделаю. 14 символов с верхним и нижним регистром, цифры, буквы. Создали. Здесь мы задаем, вот даже мой пароль с верхним и с нижним регистром с цифрами считается слабым. Здесь мы задаем админский пароль, его лучше задавать отдельно от имени сети. То есть на Wi-Fi один пароль, на админский доступ другой. Здесь мы можем задать почту админскую. Так, что ему не нравится? Что-то он не дает. Вот он, кстати, даже его не принял у меня. А если вот так, я добавил спецсимвол.
Это облачный доступ для того, чтобы можно было контролировать саму точку удаленно. Точнее, не точку, а нашу сеть с точками и сам контроллер. У меня этот доступ уже сделан, поэтому я ввел просто свои учетные данные. У кого нет, вам надо пройти по ссылке. Здесь выбрать создать учетную запись и зарегистрироваться. После этого уже ввести здесь все нужные данные. В принципе, все. Это у нас базовая настройка Unify точек и контроллера. Что у нас тут есть? Здесь общая статистика по устройствам. Это сколько точек сейчас активно и работает. Если бы у нас был switch, у нас бы он здесь отразился. Сколько к нему подключено. Эта вкладка показывает роутер. И вот эти две показывают состояние интернета, который через роутер наш подключен. Здесь у нас статистика. На карту мы можем нанести наши точки. Карту мы, естественно, тоже сможем подгрузить. Вот тут у нас показали все точки. Здесь обозначено, что они подключены не по гигабиту, а по 100 мегабитной сети. Естественно, потому что свич у меня 100 мегабитный. Что дальше? Переключимся на вид с камеры. Когда точки определяются, они становятся синими. Диод загорается синим цветом. Если у нас что-то не так, точки мигают, либо вообще не светятся. Если они не светятся, нет питания, либо точка поломалась. Если не мигают, что-то с сетью. То есть они либо в ней не инициализируются. Обычно это какая-то проблема с DHCP. Они не могут получить IP-шник. Либо сами по себе глючат. Решается обычно сбросом точки к заводским настройкам и заново ее добавлением. Что мы сделаем? Обновим все точки. Обновляем. Сейчас у них по индикации будет видно, когда обновление приведет к перезагрузке точки. Вот одна уже и вторая замигали. Это у нас, значит, пошло обновление и перезагрузка. Я думаю, на этом все. Спасибо за внимание. Если будут вопросы по настройке, обращайтесь. В следующем видео покажу, как этот комплект работает на местности уже. На тестовом полигоне поставлю все три точки и покажу, что такое бесшовный роуминг. Как это работает на практике, как точка переключает клиента на другую точку и на последующую. Вот теперь точно все. Спасибо за внимание. До свидания.